Крыльцо своими руками. Здравствуйте. Сегодня речь пойдет о постройке вот такого крыльца, преимущественно из бетона, общей стоимостью около $170. Смета прилагается в конце видео. Выбор материалов был обусловлен ограниченным бюджетом, а конструкция крыльца должна была соответствовать сразу нескольким критериям. Это возможность возведения крыльца руками одного человека, отсутствие техники на участке типа миксера и даже бетономешалки, и высокая ремонтопригодность и доступность заменяемых деталей. Ограниченность бюджета в моем случае играет ключевую роль и на практике выливается в ряд недостатков, о которых нужно знать еще до выбора типа конструкции. Недостаток 1. Глубина залегания фундамента. Обычно траншея для обустройства фундамента роется до отметки ниже уровня промерзания грунта. В моем регионе это 80 см, а где-то 2 метра. Принято считать, что на такой глубине грунт под фундаментом не промерзнет, а значит не увеличится в объеме и не приподнимет бетон. Иногда, правда, грунт с боков от такого фундамента тоже может промерзать и немного шевелить монолит, но это скорее исключение. В подавляющем большинстве случаев это отличное решение для холодного климата. В моем случае при обустройстве крыльца в качестве системы фундаментов выступает существующая бетонная отмостка вокруг дома и гравийно-песчаная подушка. Для этого я просто снял плодородный слой грунта, у меня это 25 см. Дно траншеи соответствующей глубины я дополнительно утрамбовал слоем щебня и постелил остатки агроволокна плотностью 300 грамм на метр квадратный. Затем засыпал траншею гравийным щебнем фракции 20-40 мм и хорошо все утрамбовал. Поры между камней засыпал песком, хорошо пролил водой, выдержал так пару дней и опять все уплотнил. А как же силы морозного пучения? Да, они будут, но на что они реально повлияют? Допускаю, что локально будет приподнимать конструкции на пару сантиметров, но как только морозы отступят, крыльцо вернется на свои отметки. В отличие от бетонного фундамента, который если и приподнимает край строения, то после оттепели почти никогда не опустит его до прежних отметок. Пару таких зим с неудачным классическим фундаментом под крыльцом и дверь из дома уже не откроешь. Поверх гравийно-песчаной подушки укладываю стенку из бетонных блоков. Чтобы локальные подвижки не раздвигали морозным пучением стену, кладу на каждом уровне арматуру диаметром 12 мм. Я не против возможных тонких трещин, поскольку их размеры будет сдерживать арматура. Недостаток 2. Гидроизоляция крыльца. Вернее, ее полное отсутствие. Вы, наверное, обратили внимание, что заливая верхнюю бетонную плиту, я сознательно оставил часть старого крыльца. Во-первых, там очень крепкий бетон, который отлично сцеплял осколки типового лестничного марша времен Советского Союза. То, что эту груду очень сложно разрушить, я понял еще когда заливал бетонную отмостку. К тому же конструкция, находясь под открытым небом в течение 20 лет, отлично противостояла силам морозного пучения и выглядела живее всех живых. Я решил, что глупо убирать такую устойчивую инсталляцию и менять ее на новую, которая неизвестно как себя поведет при заморозках. Было принято решение новую плиту долить к уже существующему монументу. Естественно, что гидроизоляцию между старыми и новыми бетонами для лучшей адгезии я не выполнял. А так ли она нужна? Ведь сам по себе бетон влаги не боится. Плиткой покрывать бетонную плиту я не планирую. Контакт с деревом и прочими гидрофобными покрытиями тоже исключен. Могут пострадать металлические уголки на ступенях, но пару десятков лет они продержатся, а заменить их можно за 1 час. К тому же в дальнейшем планируется постройка навеса над крыльцом. Самой сложной задачей было сделать разборную опалубку под верхнюю плиту из остатков старых досок. Верхняя плита имеет габариты 105 на 222 см, с толщиной всего 5 см. Старые пленки стелились для предотвращения вытекания цементного молочка. Арматуру использовал диаметром 12 мм. Заливал плиту бетоном из цемента марки М500, мытого речного песка и гравийного щебня фракции 5-20 мм в пропорции 3-4-5. Воды старался лить не более 0,5 частей на каждой части цемента. После заливки плиты выполняю железнение и накрываю пленкой на 28 суток для достижения бетоном расчетной прочности. Железнение бетона – это когда поверх свежей заливки засыпают слой сухого цемента с последующей затиркой. Касаемо железнения, в сети существуют разные мнения.
Многие жалуются, что данный сверхпрочный верхний слой отшелушивается от основного массива. Тут стоит заметить, что чем ниже марочность плиты, тем чаще отсоединяется поверхность. По этой же причине отстреливает плитка с пола, если строитель сильно сэкономили на стяжке, а не потому, что плиточник или клей плохие. Имейте это в виду. Вообще, нужно признаться, что в процессе строительства крыльца я дважды менял концепцию. Изначально хотел залить из бетона тонкую верхнюю плиту и сделать монолитную нижнюю ступень. Промежуточные две ступени сделать из дерева, а каркас под них сварить из стального уголка. Затем вместо сварного каркаса были запланированы основания из бетонных блоков. А в итоге все получилось так, как получилось. Зная все это заранее, я бы залил цельную бетонную, хорошо армированную раму, а сверху доставил бы блоками под нужные высоты. Поэтому не удивляйтесь, если в моих действиях местами будет отсутствовать логика. После окончания бетонных работ открытый грунт под будущими ступенями покрываю слоем экструдированного пенополистирола и декорирую сверху гранитным щебнем. Помимо борьбы с сорняками, эта декорация будет предотвращать промерзание грунта и минимизировать возможные подвижки мерзлого грунта под крыльцом. Сами ступени выполняю из ранее изготовленной бетонной плитки размером 50 на 50 см с толщиной 5 см. В качестве опор стальные уголки 40 на 40 мм с толщиной полки 3 мм. Все установил за 20 минут. Конструкция максимально ремонтопригодная. Все детали доступны. Глубина ступеней 48 см, высота 12 см. Если в обе полости под ступени поместить по лампочке, то в ночное время крыльцо получит навигационную подсветку. Благодарю за внимание.